Друзья, всем привет! Сегодня у нас на ремонте вот такое устройство. Это осушитель воздуха фирмы Duracraft. Аппарат не запускается, а точнее при нажатии на кнопку включения выдает ошибку P1. Давайте я сейчас продемонстрирую. Так, аппарат сейчас подключен к сети 220 вольт. Нажимаем кнопку включения. Вот смотрите, светится ошибка P1 и ничего при этом не происходит. Итак, сейчас будем разбирать это устройство и разбираться, в чем проблема. Итак, первое, что нужно сделать, это надо удалить вот этот контейнер. Тянем на себя и вытаскиваем. Кстати, здесь есть вот такой выступ, и он нажимает на микрик, который находится там в середине. Сейчас я попытаюсь вам его показать. Вот он, смотрите. Вот эта вот лапка, видите? Здесь под контейнером есть две наклеечки. На одном указана модель и информация про этот осушитель воздуха, а на втором схема подключения. Так, поехали дальше. Теперь давайте извлечем отсюда фильтр. Вот он. И теперь давайте открутим 6 винтиков. 1, 2. Вот здесь 3, 4, 5, 6. И посмотрим. Кстати, вот тут еще два винтика. Вот один винтик здесь и вот здесь второй. Значит, пока 6 откручиваем, а дальше будем смотреть. Так, винтики открутили. Давайте теперь попробуем снять заднюю часть. Тянем эту крышку на себя. И вот мы видим, свободно эта крышка задняя снимается. Теперь мы добрались до внутренности осушителя. Итак, друзья, сняли мы заднюю крышку, и первое, на что нужно обратить внимание, это на датчики. Значит, датчики находятся на радиаторе. Вот здесь вот такая плата, здесь датчики находятся, и вот еще один датчик в трубочке. Итак, давайте сейчас разрежем вот эту стяжку и вытащим плату, посмотрим, в каком состоянии она. Так, разрезаем стяжечку. Так, как она тут держится. Смотрите, эту пластиковую каркасину воткнули просто тупо в ребра радиатора. И тут, кстати, уже кто-то что-то делал, смотрите. Что-то тут перепаивали. Сейчас я разверну эту плату. И вот у нас, скорее всего, проблема. Значит, это у нас датчик 1, а вот это вот датчик 2. Вот смотрите. Он весь поржавевший. А, и у него лапа отвалилась, смотрите. Я только коснулся к нему. И вот это у нас есть проблема. Итак, вот у меня такой походный вариант. Паяльничек. Вот с индикацией температуры. Вот этим паяльником сейчас будем отпаивать вот этот датчик. Оп. Вот он в руке у меня, видите? Сейчас теперь переходим на стол и попробуем этот датчик восстановить. Итак, друзья, сейчас возьму скальпель и попробую зачистить вот этот вот огрызок вывода, который остался. Посмотрим, что из этого получится. Итак, удалось немножко зачистить этот вывод. Давайте сейчас попробуем его залудить. Так, пробуем. Что у нас получится? Пока еще не знаю. Не вижу, удалось залудить или нет. Итак, друзья, удалось залудить этот вывод. Значит, если этот датчик не умер при нагреве паяльником, то у нас получится восстановить его. Итак, буду использовать вот такую китайскую приблуду. Смотрите.
держатель такой. И он нам сейчас очень поможет. Теперь нам нужен какой-то вывод, предположим, от конденсатора, либо жилка от провода. Я буду использовать ножку от резистора. Значит, смотрите, что я хочу сделать. В это же устройство я хочу зажать вот так вот резистор. И поближе вот здесь пододвинуть вот этот датчик. Сейчас я совмещу два проводничка. И попробую их спаять. Вот так, наверное, я сделаю. Так, сейчас посмотрим, чтобы они у меня совместились. Вот так. Теперь берем олово и пробуем поставить точку сюда. Оп. Так, пока ничего не получается. Ну, вот так. Смотрим. Ну что, друзья, значит, с горем пополам и какой-то матери удалось припаяться к этому оставшемуся проводничку, к кончику к этому. И сейчас, что я хочу сделать, это эпоксидной смолой залить дорожки у самого датчика. Не знаю, что из этого получится. Так, значит, замешал немножко эпоксидочки. Сейчас сделаем капельку сюда. Это даже будет, наверное, много. Вот так вот. Раз. И с этой стороны вот так. И вот так вот. Вот смотрите. Видите, как получилось. Сейчас покажу вам. Вот смотрите, как получилось. Все, теперь надо ждать, чтобы это все застыло, а потом будем проверять. Так, ну что, датчик успешно восстановлен. Давайте я сейчас поближе вам покажу, как он выглядит. Вот так, видите? Значит, давайте, друзья, сейчас посмотрим, что это за элемент. Скорее всего, это терморезистор. Значит, при нагреве он должен изменять свое сопротивление. Судя из того, где он стоит, в каком месте, значит, он мониторит температуру радиатора. Значит, вон, видите, у меня уже ножка отвалилась только от резистора с этой стороны, а здесь вот она какая длинная. Вот, так, давайте сейчас переведем мультиметр в режим сопротивления и смотрим. Так, сейчас у нас прибор показывает 8 килоом. А теперь давайте я сейчас возьму двумя пальцами, зажму этот элемент и посмотрим, будет ли изменяться у нас сопротивление. Ну, поехали. Смотрите, друзья, как быстро меняется сопротивление. Оно уменьшается от температуры тела. Видите? Это терморезистор. А ну, убираю пальцы. Сопротивление повышается. Видите? Значит, отлично. Этот терморезистор рабочий. Датчик удалось успешно восстановить. И сейчас мы его поставим на свое место. И попробуем сейчас запустим осушитель. Так, друзья, значит, датчик установлен, плату я немного привел в порядок. Давайте сейчас попробуем вот в таком состоянии запустим этот осушитель и посмотрим, что у нас высветит табло. Ну что, друзья, давайте проверим. Значит, установил я контейнер, потому что без него он работать не будет. Значит, подаю напряжение и теперь нажимаем кнопку включения.
Аппаратик заработал, ошибку не выдает, вентилятор вращается. Значит, проблема была именно вот в этом терморезисторе, этот термодатчик. Теперь осталось упаковать плату в корпус, установить на свое место на решетку радиатора, собрать осушитель воздуха и отдать хозяину. А на этом все. Кому понравилось видео, палец вверх, подписываемся на канал. Всем пока, до новых встреч.